Всем привет! Сегодня будем делать с вами торт для РБК с озером внутри. Тортики с эффектом воды смотрятся очень интересно и всегда вызывают восторг у гостей. Поэтому решили поделиться с вами процессом приготовления данного декора, а также покажем лайфхак, чем заменить шоколадные фигурки и как сделать, чтобы мастика не текла на данном декоре. Для начала мы собрали тортик, он у нас отстоялся в холодильнике около 10 часов. Затем мы выровняли его кремом чиз на сливочном масле. Рецепт оставим в описании под видео. Сейчас часть торта вырезаем, чтобы получить углубление. Из того, что вырезали из торта, нужно сделать пластичную массу, которая по вкусу будет как пирожная картошка. Добавляем какао, обжаренные орешки и начинаем разминать массу. Вот что должно получиться. Сейчас закроем срез на торте тем же кремом, которым и выравнивали торт. Обычно в таком декоре используют шоколадный ганаш, но с кремом чиз также все получается. Единственное, ганаш хорошо будет использовать, если нужно будет вам сделать грубую текстуру на боковой поверхности торта. Вот таким образом закрываем срез и убираем торт в холодильник. А сейчас подготовим то, из чего будем делать озеро. Отмеряем 80 грамм воды и 15 грамм обычного желатина. Перемешиваем и оставляем так на минут 20, для того, чтобы желатин впитал в себя влагу. Вот такой получается набухший желатин. Сейчас в сотейник отмеряем 200 грамм воды и 55 грамм сахара. Доводим до кипения, отключаем и ждем, пока сахар растворится. В это время можно закрасить воду с сахаром красителем. Мы используем водорастворимые красители голубого и зеленого цвета. Сильно закрашивать не нужно, так как если цвет получится сильно темный, то совсем не будет видно дна озера. В данном случае я немного переборщила с красителем и решила переделать, чтобы цвет получился немного светлее. Вот такой оттенок получился, хотя по итогу мне хотелось бы, чтобы цвет воды был еще более прозрачный и светлый. В горячую массу кладем набухший желатин. Предварительно желатин распускать не нужно, в горячем сиропе он буквально за минуту весь разойдется. Если вдруг у вас останутся комочки не растворившегося желатина, можете процедить массу через сито. А сейчас отставляем желатиновую массу в сторонку и приступаем к формированию рельефа. К сожалению, я забыла включить камеру, когда формировала возвышенности на торт. Это сделать очень легко, просто накладывается шоколадная масса на поверхность и формируется нужный вам рельеф. Сейчас нужно обкрутить торт плотной ацетатной пленкой. Сразу определите, где будет лицевая сторона торта и сделайте стык пленки с обратной стороны, чтобы не было видно следа от края пленки. Плотно прижимаем и сверху укрепляем разъемным кольцом. Желатиновая масса стала комнатной температуры, и сейчас начинаем потихоньку заливать. Лучше не заливайте сразу всю массу, а налейте пару столовых ложек, поставьте торт в холодильник на минут 10, чтобы убедиться, что вы все правильно сделали и желатин застывает. А затем выливайте и все остальное. Убираем торт в холодильник минимум на 2 часа. Пока желе застываем, подготовим весь декор. Заранее мы слепили мастичные фигурки, а сейчас их нужно немного дополнить. Водоросли оттеним при помощи аэрографа, в котором разбавлены водки зеленый и коричневый краситель.
Надпись я распечатала на пищевом принтере, а сейчас немного окрашу край. Камыши выполнены на плотной флористической проволоке. Сверху насажен кусочек мастики, который мы сейчас закрасим коричневым красителем. Удочку и весла окрашиваем таким же образом. Кстати, мастика у нас топ-декор. Нужно понимать, что при соприкосновении обычной мастики с желе фигурка будет таять. Для того, чтобы этого не произошло, нужно использовать шокомастику, либо изолировать место соприкосновения мастики и желе шоколадом. Если фигурки из мастики у вас будут внутри желе, то их можно покрыть растопленным какао-маслом. Таким образом вы перекроете доступ влаги к мастике и фигурка не будет течь. Рыбку я слепила из обычной мастики и покрыла золотым кондурином. Когда желе немного застыло, вставляем рыбку так, чтобы она была наполовину в желе. В данном случае я забыла покрыть рыбку какао-маслом, и буквально спустя 5 минут я увидела, что мастика начала таять и весь кондурин сполз с нее. Мне пришлось достать фигурку и покрыть ее растопленным какао-маслом с добавлением золотого кондурина. Теперь нужно, чтобы масло застыло, и только потом вставлять рыбку в торт. Прошло 2,5 часа, желе хорошо застыло, и теперь аккуратно можно снимать ацетатную пленку. Если пленка отходит хорошо, значит желе хорошо застыло. Боковушку торта также немного оттеняю при помощи аэрографа. Подложку очищаю при помощи сухой салфетки. А сейчас самое интересное. Приступаем к декорированию тортика. Из остатков обрезков формируем небольшую возвышенность. Туда будут вставляться камыши. Надпись обязательно изолирую от крема при помощи шоколадной глазури. От крема нужно изолировать любые элементы, сделанные из обычной мастики, так как крем влажный, а от контакта с влагой мастика начинает таять. Какао-масло на рыбке застыло, и теперь смело можно вставлять ее в желе. Теперь с ней точно ничего не случится. Теперь я буду крепить лодку с рыбаком. Так как фигурка достаточно тяжелая, мне не хотелось бы, чтобы ее вес давил на желе. Поэтому я отмеряю шпажку немного выше высоты торта, чтобы установить на нее фигурку. Не забываем промазывать стык мастики и желе. Край водорослей также промазываю шоколадной глазурью. Если этого не сделать, мастика потает и элементы просто отвалятся. И один из важных элементов данного декора – это декоративный бисквитный мох. Для данного видео мы его специально не готовили, мох у нас был замороженный. А как приготовить такой мох уже есть у нас на канале, ссылка будет в описании под видео. Теперь декорируем крошкой. Это просто подсушенное и измельченное печенье.
Вот что вышло. Готовый вес данного торта 2,5 кг и диаметр 16 см. Перевозить такой тортик нужно с кондиционером, так как желе в теплой среде будет быстро таять. Надеюсь, видео было полезным и каждый сможет выполнить такой декор. Кстати, вот такие варианты оформления с использованием желатина для эффекта воды можно сделать. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, а мы будем готовить для вас новые полезные видео. Всем творческих успехов и до новых встреч!